В 2019 году я задумал заснять эксперимент, который мог бы показать то, что происходит с колком от струнного музыкального инструмента после попадания во влажную среду, то есть показать процесс археологизации деревянного колка. Этот эксперимент связан с вопросом о следах от струн, которые могли бы остаться на колках. Разные материалы оставляют разные следы на поверхности колков. Из практики использования музыкальных инструментов с деревянными колками мы знаем, что металлические струны могут оставлять довольно глубокие следы на колках. И если в средние века использовались металлические струны, то на археологических находках колков могли бы остаться следы. Но на колках, которые были обнаружены в археологических раскопках в Новгороде, эти следы до сих пор никем не выявлены. Это могло бы указывать на то, что струны были сделаны из более мягкого материала, чем металл. Между тем, стоит обратить внимание на одно свойство древесных волокон. Попадая во влажную среду, дерево восстанавливается почти до первоначальной формы. Поэтому отсутствие глубоких следов от струн не является аргументом в пользу того, что металлические струны не использовались на средневековых инструментах в Новгороде. Для эксперимента мы взяли колок с гуслей, на которых были установлены медные струны. Сам колок был изготовлен из березы. После того, как колок был снят, на нем можно было увидеть глубокие следы от струн. Этот колок мы поместили в емкость, которую заполнили холодной водой. На ускоренной съемке видно, как древесные волокна восстанавливают свою форму. На следующий день мы осмотрели колок. Дерево восстановило первоначальную форму, но небольшой след от струны виден. След не исчез полностью. После этого колок был оставлен в воде на 1 месяц. Через месяц состояние колка принципиально не изменилось. Глубокие деформации от струны выправились, остался чуть-чуть заметный след. После колок еще раз был помещен в емкость с водой и забыт на 5 лет. После 5 лет он был обнаружен. Что же произошло за это время? Колок покрылся слизью, а древесина потемнела. Колок был вымыт и осмотрен. Осмотр показал, что след от струны все еще виден, но его можно увидеть только при внимательном осмотре. След неглубокий. В заключение можно сказать, что на деревянных колках во влажной среде глубокие следы от металлических струн выправляются. Однако эти следы все-таки могут быть заметны на поверхности колков. На этом все. Спасибо за внимание. Если вам интересна такая тематика, то не забудьте подписаться на мой канал.